Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наталья, и сегодня в этом видео я хотела бы показать, как сделать окрашивание бровей в домашних условиях. У меня уже есть видео о том, как сделать коррекцию и окрашивание бровей дома. Там я провожу простое окрашивание бровей красителем Reflectacil. Но сегодня я покажу, как сделать сложное окрашивание на примере красителя Brow Henna Oxygen O2. Такое окрашивание можно провести и на других красителях при определенной технике окрашивания. Итак, в чем же состоит это так называемое сложное окрашивание? Наверняка многие обращали внимание на то, что, смотря на примеры окрашивания, короткие видео в соцсетях, например, Instagram, обычно эти примеры выполняются на моделях с идеальными бровями, а когда вы сами пытаетесь повторить все то же самое на своих бровях с тем же красителем, ваш результат далек от идеального, и вы вообще не понимаете почему. Ведь все же вы повторили в точности. Одной из причин неидеального результата может быть неравномерный рост волосков на бровях и отсутствие волосков на некоторых участках бровей. Даже если вы используете краситель, который оставляет яркий след на коже, такие нюансы роста бровей не всегда удается исправить только окрашиванием в один тон. Есть еще один метод, это прореживание бровей пинцетом в тех местах, где есть так называемые сгустки волосков. Но такой метод подходит далеко не для всех, только для густых бровей. Еще одна проблема при окрашивании бровей одним тоном красителя – это участки бровей, где волоски растут гуще, выглядят более темными, чем остальные. Еще плюсом к этому на этих участках отпечаток на коже проявляется более интенсивно, чем на участках, где волосков меньше и они вовсе отсутствуют. Неравномерный рост волосков на бровях очень распространенная проблема, но о ней мало кто говорит. Я хочу показать пример этой техники окрашивания на своих бровях, так как у меня подобная проблема, и волоски на бровях растут неравномерно. На теле брови волоски растут гуще, чем на кончике брови. В идеале самое большое количество волосков должно быть в районе излома брови для красивого эффекта омбре. Итак, в чем же заключается техника сложного окрашивания? Она заключается в том, что мы будем окрашивать темные участки начала брови более светлый тон, без сильного отпечатка на коже, а остальные участки более темный тон с более графичным отпечатком на коже. Соответственно, нам понадобится приготовить две окрашивающие смеси. На примере Oxygen O2 я буду использовать для более темного оттенка оттенок Brown 567, это холодный оттенок в чистом виде. Для получения более светлого оттенка тот же цвет, но в миксе с делютером 1 к 2. Делютер – это разбавитель цвета. Для этих двух смесей возьму соотношение красителя и окислителя как 1 к 1. Если вы хотите выполнить эту технику на другом красителе, то вам понадобится два оттенка. Первый оттенок – это оттенок для блондинок, обычно он называется Light Brown. Второй оттенок для шатенок, обычно это Brown или Dark Brown, в зависимости от того, насколько вы хотите получить затемнение. Затем вам нужно будет из двух этих оттенков получить два микса. Здесь важный аспект. Обе смеси должны быть одной цветовой температуры. Если нет, то нужно будет добавить дополнительные цвета для коррекции. Но для светлой смеси берем 90% светлого оттенка и 10% темного оттенка. Для темной смеси берем 70% темного оттенка и 30% светлого оттенка. Конечно же, это не универсальная формула, и она может меняться в зависимости от красителя и эффекта, который вы хотите получить. Кажется, все так сложно объясняю, но поверьте, на самом деле это все очень-очень просто. Итак, приступим уже к оформлению бровей наконец. Первый этап – очищаем и подготавливаем кожу к окрашиванию. Очищаем брови мицеллярной водой. Далее провожу пилинг кожи на бровях корейской скаткой от Consul. Вместо скатки можно использовать обычный скраб, желательно с мелкими частичками. Тщательно массируем пилинг до появления катышков.
После завершения убираем ватным диском, смоченным в воде. Затем делаем разметку эскиза бровей. Я определяю опорные точки и обозначаю их броу-пастой. Для разметки контура я буду использовать пудровый карандаш от Elan для более четкого окрашивания. Вы можете сделать всю разметку при помощи броу-пасты и нити, либо при помощи любого карандаша и нити, либо тем способом, каким вам удобно. Как это сделать, разметку бровей при помощи нити, у меня есть подробное видео, ссылку вы найдете вверху. Выполняем коррекцию волосков, я буду делать это пинцетом. Далее обезжириваем волоски и кожу и приступаем к окрашиванию. Замешиваем красящие смеси, сначала для темного оттенка, потом для светлого. Хорошенько их смешиваем с оксидом. Начинаем нанесение с участков, где мы хотим более темный графичный оттенок. Сначала с тех мест, где у нас есть пробелы, либо требуется максимальное затемнение. Буду наносить краситель кистью с круглым заостренным кончиком. Вы можете наносить любой другой кистью, обычной, скошенной, какая вам нравится. Проделаем это сначала на одной брови, затем на другой брови. Далее берем светлый оттенок и наносим на участок с большим количеством волосков, на густую часть брови, так сказать. Также сначала на одной брови, потом на другой брови. В финале заполняем начало брови светлым оттенком. Не забываем корректировать контур нанесения, если где-то вышли. Выдерживаем красящую смесь на бровях нужное количество времени. Смываем ватным диском, смоченным в воде. Можно ватной палочкой с мицеллярной водой или ремувером подкорректировать начало брови, пока краситель не стабилизировался на коже. Итак, вот такой вот идеальный результат у меня получился в итоге с небольшим эффектом омбре. Этот метод хорош еще и тем, что когда отпечаток на коже смывается, ваше окрашивание будет иметь визуально равномерный оттенок по всей площади брови без затемненных участков. Ну вот и все на сегодня. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам нравится тематика моего канала. А сейчас я уже хочу с вами попрощаться. Всем до новых встреч, всем пока-пока.